Что все-таки я предложил как-то посвободнее, да, разместиться, и если уж такая действительно необходимость там сегодня присутствует, тогда я, ну, постараюсь минимизировать, вот, собственно говоря, такую вступительную часть, больше перенести на работу уже с 10 до 11 вечера, будет 3 дня подряд идти работа по телепатическому уровню продолжения сегодняшней встречи. И по возможности, значит, тогда мы договоримся так как все, что здесь написано, я прорабатываю потом уже индивидуально, то есть смысл такой, что я принимаю уже меры конкретно по тому, что написано здесь, на обращениях. Мы договоримся так, что сегодняшняя часть, она будет таким образом проведена, то есть сегодняшний именно семинар по восстановительным технологиям, что я все-таки покажу определенную методологию на сегодняшний день, значит, которая касается принципов саморегенерации через такую цель, как предотвращение возможной глобальной катастрофы и обеспечение гармоничного развития. И вот именно практическую часть, чтобы уже, скажем, минимизировать время по сегодняшней встрече, мы перенесем в большей степени на самостоятельные занятия с 22 до 23. То есть в это время нужно будет достаточно активно, по возможности, при этом не обязательно там находясь в специальных условиях, но по возможности наиболее активно как-то вспоминать ту часть, которую я дам сейчас, и стараться ее просто реализовывать, во-первых, по собственным задачам, во-вторых, по задачам тех людей, которые присутствуют здесь, вот кто написал обращение, и вообще говоря, по макрозадачам, то есть по задачам макрорегулирования, опять же, по глобальным целям устойчивого, так скажем, системного развития. Сегодняшняя встреча, она значит, технологически выглядит таким образом, что я даю принцип работы через форму информации. Этот принцип работы заключается в том, что так как это в большей степени сегодня встреча посвящена именно стратегии, тактике практической работы в текущем времени, то я советую сразу же начинать также делать, как я буду предлагать на уровне мышления и технологии десантного управления, и стараться, значит, это решение, которое будет поступать, значит, от уровня использования сегодняшней технологии, именно управляющее решение, делать таким, чтобы это решение было направлено целевым образом, в первую очередь, на те обращения, которые находятся здесь. То есть это будет первый уровень работы. Второй, как я сказал, это будет решение, значит, как частные, так и общие по задачам вашим конкретным. И третий — это макрорегулирование. Значит, технология, которую сегодня я показываю, она заключена в том, что в достаточно адаптированном варианте для самовосстановления, чтобы выделить форму информации, нужно практически как бы вспомнить ту ситуацию, которая возникает у человека в период, например, дородовой. То есть когда человек еще только развивается, так скажем, в дородовом периоде, то восприятие на уровне информации возникает в виде определенных форм. И вот нужно как бы вернуться во время дородового периода и выделить в форме восприятия первичной управляющей системы, когда человек, находясь в ограниченном пространстве, может регулировать, например, внешние и внутренние обстоятельства своего развития. То есть в связи с этим, значит, управление, исходя как бы из начальных истоков как бы биологического периода, заключается в том, что выделяется внешняя сфера возле личности, причем сфера не замкнутая, то есть сверху стоит, так скажем, бесконечный поток от создателя, идущий на эту сферу, и внутри сферы, как бы на внутренней проекции сферы, происходит регулирование задач. Первый уровень технологии вам нужно, значит, фактически создав вокруг себя такие сферы, мысленно создав, и, значит, инициализировав данные сферы как сферы первичного развития, то есть то, что возникает именно в дородовом периоде, когда вы управляете фактически, как бы без физического перемещения, да, вне, например, области развития плода. Значит, в этот момент вы делаете определенные выделения формы. Значит, выделение формы возникает как, во-первых, ваше желание управления, значит, так и возникает как
принцип, значит, того, что вы каким-то образом получаете информацию, чтобы управление производилось. Так вот, получение информации – это ограниченная область той физической материи, которая существует в дородовом развитии. В связи с этим как бы существуют очень простые принципы, что физическое разделение информации приходящей как бы, и информации управления – это есть биологическая, например, оболочка, как бы, внутри которой находится плод. В связи с этим, если мы рассмотрим, предположим, такую позицию, как стенка матки, когда плод развивается, то как только вы начнете анализировать, каким образом воспринимает плод информацию, то стенка матки на самом деле разбивается на многообразные сферы, которые достаточно многоемкие, восприятие плода, и достаточно подвижны. То есть это некие шарнирные системы по типу множества шаров, так скажем, которые находятся в достаточно интенсивном движении. И вот задача плода выделить из количества этих сфер ту, которая в данный момент ему нужна. Как бы принцип перебора событий из уровня достаточно статичных событий. И первое действие, я предлагаю всем выделить такие сферы по отношению вот к каждому такому листку в виде обращения или в виде просто текста, который есть на этом столе. То есть получается, что достаточно много у вас будет сфер, которые конкретно, совершенно практически, они связаны с конкретными листами бумаги. То есть это конкретно физическая информация в виде листа, изложена на листе какого-то уровня обращения в виде какой-то, например, проблемы или какого-то предложения, не обязательно проблем. Значит, в связи с этим вы мысленно выделяете, жестко фиксируете каждый лист и начинаете перебирать то, что конкретно нужно вам, но когда вы начинаете перебирать, то в центре выбора вашей сферы возникает вот эта сфера макрорегулирования. Эта сфера говорит о том, что значит, нет в прогнозном, вообще говоря, в прогнозируемом и вообще никогда нет возможной глобальной катастрофы, я обязательно добавляю слово «возможно», это наиболее интенсивно свечащаяся сфера, и обеспечивается именно системное гармоничное развитие созидательного именно типа, то есть это как бы внешняя оболочка наиболее интенсивно светящей сферы. Причем центр свечения, который именно говорит о предотвращении возможной глобальной катастрофы, он меняется, и может быть потом оболочка, а внешняя оболочка гармоничного развития может быть центром. То есть это взаимопересекающие такие вот как бы взаимопереходящие системы. И вот вы, высвечивая внутри как бы центральную мысль именно такого всеобщего гармоничного макроразвития, вы свою сферу наполняете управленческим содержанием. То есть, если говорить технологически, выделяя из количества всех сфер свою сферу путем интенсивного засвечивания вот именно сферы макрорегулирования, вы просто навсего там как бы выписываете мысленно свое желание. И вы обратите внимание, что чем вы интенсивнее выписываете реализацию своего желания, чем интенсивнее в этом случае исполняется ваша цель, тем вы эффективнее помогаете всем остальным сферам. Ну, проще говоря, принцип оптический, он достаточно прост, что по уровню действия «делать как создатель» вы каждое положительное действие распространяете на все элементы, особенно те, которые, например, в данном случае геометрически наиболее близки. То есть, сделав такое действие, вы переходите уже, я имею в виду, на домашнее задание, переходите ко второму действию. То есть вы, собственно говоря, работаете со основной сферой макрорегулирования, но уже в большей степени, более частно по своей задаче. То есть уровень макрорегулирования, эту сферу приближаете к себе и работаете на уровне уже дальнейшего развития плода. То есть, например, когда человек уже рождается, перед ним возникает информация от его динамики действий, перемещений. То есть возникает информация пространства. Следовательно, второй уровень – это выделение информации не из фиксированной системы пространства, а из, например, динамично надвигающегося пространства. То есть плод, человек уже родившийся, может перемещаться, и при этом ваша задача выделить управляющие сферы из того места, где вы находитесь. То есть, например, предположим, передо мной находится стол, тогда я выделяю сферу макроуправления из поверхности стола. Если вот я смотрю сюда, да, я могу выделить управление там, с любого места, не обязательно даже пространство физическое возле меня. Можно выделить из пространства мышления или из пространства восприятия, например, через элементы ясновидения. Так вот, выделение из пространства восприятия, это управляющее ясновидение, вы получаете
управление, значит, тем элементом, который вы видите, то есть это взаимосвязанные явления. И вот когда вы выделяете именно фракцию ту там, где вы видите, вы там выделяете сферу макро именно спасения, макро значит, созидательного развития, то есть в динамике вы выделяете сферу макро созидания. В связи с этим постарайтесь как бы разделить принцип, да, что есть статичная система и есть динамичная система вот в сегодняшней встрече. И если вы работаете на уровне, ну, как бы быстрого восприятия, то это можно выделить в звук, например, просто в звуковые формы работы. То есть как вы переводите форму информации, которую я сейчас в виде сфер, например, представил, и как они проявляются в системе восприятия, переводите в звук. Например, макрорегулирование — это, например, интенсивный звук, а регулирование частных вопросов — это, например, звук, который имеет ну, как бы меньшую интенсивность. Просто даже по силе звука можно не выделять как бы структуру мощности или структуру, имеется в виду, предположим, звука с точки зрения нотного изложения. Меня интересует в данном случае, что звук, сила звука, то есть имеется в виду интенсивность, связанная с, как бы, скажем так, с тем, как вы слышите грохот проходящего поезда, при этом вы можете слышать рядом же что-то, ну, там, предположим, как чирикает там соловей, например, да. То есть меня интересует, что вы должны перевести в качестве же домашней работы с 22 до 23 я буду продолжать работать вот по сегодняшней тематике, вот по всем заданиям, ну, как обращениям, которые здесь. И это будет идти сегодня с 22 до 23, завтра и послезавтра. Поэтому по возможности завтра поработайте уже с переводом макросферы, это в интенсивный звук, а сферы частного управления в такой, ну, как бы менее интенсивный, может быть, даже незначительный по сравнению с макросферой звук. И постарайтесь соединить. Вот работать надо очень просто. Как только вы соединяете форму, соответствующую большому звуку, но большой звук непростой, он именно сфера макрорегулирования, как бы переход сферы в звук, да, но это опять все-таки форма, но она просто более рассеянная. Как только вы внутри большого звука находите точное место на уровне мышления, как бы цели своего обращения или цели любой, вы получаете управленческий эффект с учетом как раз основной задачи макрорегулирования. То есть второй уровень, то есть завтра это будет работа со звуком, и на третий день постарайтесь поработать с цветом. То есть перевод такой, что вы, например, выводите в зеленый цвет эту сферу макрорегулирования, можете, в принципе, вывести в синий, ну, такие, собственно говоря, наиболее спокойные, не темные цвета, которые вы можете выбрать индивидуально для себя. Как только вы выводите сферу макрорегулирования в какой-то из цветов, при этом цвет может быть виден как цвет, что наиболее адаптировано к пространству мышления, потому что там не обязательно тогда задавать жесткую форму цвета. Цвет можно воспринимать в пространстве мышления наиболее адаптированно, так же, как, например, контур пространства самого мышления. Мы же мыслим, но не всегда говорим, что мы мыслим, например, в пределах какого-то конкретного пространства. Поэтому работа с цветом позволяет работать наиболее динамично, и задача очень, в общем-то, проста, но она в большей степени должна повторять три задачи, которые здесь в первой степени, это задача сегодняшняя, поработать по возможности над всеми обращениями, ну, включая там свое, над сферой макрорегулирования в пределах, например, третьего дня занятий с 22 до 23. Можно заниматься, в принципе, не обязательно целый час, а сколько вам удобнее, например, да, когда вы считаете, что вы прозанимались и получили именно тот результат, который вы хотите, например, ну, по крайней мере, в этот час. Поэтому, когда вы занимаетесь цветом, выделите сначала наиболее интенсивно, как бы высветите волевым усилием цвет макрорегулирования, то есть макросферу управления, и затем найдите как бы оттенок цвета под цвет, свою собственную задачу. И при этом управление заключается в том, что представляя свет как бы макрорегулирования как свет, ну, некой такой как бы наклонной плоскости, да, управление заключается в том, что вы берете и свой подцвет, можно, в принципе, другой цвет делать, но чтобы он был по интенсивности таким, что вы точно знаете, что выполняется основная задача движения подцвета по наклонной плоскости именно вверх. То есть вы как бы волевым усилием вытягиваете
и вы здесь очень четко сможете определить, что вот вытягивание под цвет, то есть ваша личная задача, это сначала духовное управление, то есть можно определить тогда цветовую функцию духовного управления, как вы работаете на духе. Можно определить, что верхняя точка – это уже четко правильное управление от вашей души, то есть здесь можно очень четко определить такие позиции восприятия, как душа, сознание, например, дух. И вот уровень сознания – это опорная плоскость, то есть на чем держится вот эта вот наклонная как бы цветовая плоскость макроуправления. Наиболее простой элемент – это представить макроуправление, ну, даже не представить, а воспринять. То есть это как элемент достаточно жесткой, объективизированной, так скажем, реальной системы коллективного сознания, как серебристую плоскость, наклонную, например, наклоненную под углом там, 35 градусов. И по этой плоскости начинает двигаться, ну, тоже серебристый участок. И вот это движение должно быть таким, чтобы синхронизация свечения была однотипной. То есть через какое-то время вы не должны в восприятии как бы ощущать разницу между сферой, так скажем, ну, цветом, соответственно, макроуправления и собственным цветом. Как только вы этого достигаете, вы получаете управление собственным событием. Это я сейчас объяснил такие как бы ну, геометрически не очень жестко привязанные системы управления, но они достаточно просто в усвояемости, значит, адаптированы достаточно широко и, в принципе, по возможности больше практикуйте, потому что основным признаком, ну, скажем так, управления является такое духовное состояние, которое существует, например, у человека, при котором человек точно, значит, знает, точно обеспечивает, причем самостоятельно, лично себе, то, что, возможно, глобальная катастрофа не происходит, и будет установлено вот, системное, гармоничное, созидательное развитие. То есть в большей степени, чем больше вы практикуете по своим личным делам, то есть ставя как можно больше целей через такой идеологический постановочный, здесь очень важно то, что мы имеем дело в большей степени зачастую с идеологией. Именно идеология за счет собственного сознания уметь делать макрорегулирование, то есть не допустить возможной глобальной катастрофы, уметь прямо управлять событиями одновременно с этой общей целью или через эту общую цель, в принципе, это одно и то же, и делать как можно более часто по отношению к личным или к событиям окружающих. В общем, что вы считаете, с вашей точки зрения, нуждается в управлении. Когда вы проделываете такую работу часто, у вас появляется тренинг, у вас появляется опыт, и вот характеристика опыта – это то, что дух, он становится уже в большей степени, значит, ну, подготовлен именно к основной задаче, а по принципам именно макроспасения, вообще говоря, принцип таков, что даже зачастую там, ну, прослушав даже, например, одну технологичную или там идеологическую лекцию в этом направлении, уже надо уметь, вообще говоря, в прогнозе обеспечивать вот основную задачу. То есть на самом деле вот именно понятие длительности освоения, оно не всегда такое, что, значит, надо ставить какие-то длительные сроки или там длительно осваивать. Нужно лучше всего ставить задачу корректного освоения, например, в нужное время. То есть если перед вами есть задача, ну, предположим, там лечение, тогда вы должны освоить технологии за то время, за которое вам нужно там вылечить, ну, предположим, человека другого или там самовосстановиться. Если управление событием, следовательно, вы должны за такое время освоить как бы те тонкости технологий, за которые вы должны реализовать события. Потому что в системе, ну, например, макроспасения часто требуется принцип еще мгновенного управления. И вот в качестве самостоятельной задачи по возможности постарайтесь, ну, может быть, не так делая это часто, как, например, просто, собственно говоря, плановое управление, но по возможности поработайте еще с принципом мгновенного управления, ну, по ряду тех задач, которые, на ваш взгляд, они действительно ну, соответствуют тому, что здесь нужно мгновенное управление. Потому что надо иметь всегда в виду, что вы работаете с конкретной реальностью, и вот эта вот реальность, она такова, что вы по возможности, ну, там, не делаете, например, некой экспериментальной системы, а работаете просто с конкретными задачами, которые действительно нуждаются в управлении. Вот именно такой принцип управления я даю. Дело в том, что некое экспериментирование или набор статистики – это совсем другая задача. Это задача работы на, значит, ну, как бы
на уровне сознания, где плотность концентрации сознания, она просто меньше, и там технологии другие, там другие оптические законы. Все равно, что разница в том, что если брать концентрированную систему линз, там одни законы распределения информации, там, где линзы как бы имеют ну, как бы невысокую оптическую концентрацию по лучу, там получаются другие законы, там другая технология. Поэтому эта технология, она направлена на то, что в первую очередь решается задача предотвращения возможной глобальной катастрофы. Это, вообще говоря, на самом деле максимальная оптическая концентрация с точки зрения существующих задач в обществе. Там. И поэтому получается, что надо четко понимать, что в данном случае речь идет именно о реальной работе по реальным вопросам. И желательно еще все-таки отслеживать, как эта работа происходит. То есть на уровне физического контроля и на уровне информационного контроля. То есть есть, например, переструктуризация событий на уровне информационного контроля. То есть на информации ясно, что управление достигнуто, и основная цель управления, чтобы не было неблагоприятных ситуаций в прогнозе. И если вы, например, делаете управление на уровне физических событий, то тогда вы должны все-таки по возможности контролировать, что данные события реализовываются. То есть по возможности, и лучше это делать постоянно. Если с нужной скоростью они не реализовываются, значит, как бы в нужное время надо посмотреть, почему, как правило, как только вы осваиваете технологию, у вашей души возникает более ранние задачи. Надо учитывать, что выполнение планируемых более ранних задач требует тоже и ресурсов, и времени. Поэтому, выделяя фракцию управления, будьте повнимательнее с точки зрения временного аспекта и постарайтесь определить этот аспект, в более общем порядке. Значит, вот я бы хотел на сегодня все-таки, учитывая, что целью было сегодня достаточно все-таки быстро дать основной материал, который я сегодня хотел бы, чтобы был прослушан. Значит, я на сегодня на этом заканчиваю именно, технологическую часть по сегодняшней встрече. Значит, учитывая, что все-таки я сказал, что на следующий четверг я проведу лекцию, она будет во многом схожа с сегодняшней лекцией, во-первых, так это я сразу сказал. Можно, например, все-таки, кто захочет записаться с тем планом, чтобы все-таки были нормальные условия для прослушивания, чтобы все могли сидеть или что-то там, например, конспектировать. Поэтому, в следующий четверг я проведу лекцию, она будет где-то в районе до часа, в принципе, может быть, имеешь. А потом будет еще выступление по докладам. И вот в связи с этим, я предлагаю просто, кто бы хотел записаться, это все-таки у Георгия, или в основном все-таки у Георгия желательно как-то в одном списке записаться. А на сегодня я заканчиваю с тем, еще, как я сказал, уровнем, что я буду проводить с 22 до 23 3 дня подряд продолжение сегодняшней встречи. Какие-то будут вопросы, всегда можно оставить или там как-то передать, которые я в любом случае учитываю. В принципе, на сегодня я заканчиваю встречу. Если, в принципе, так как у меня сейчас время есть, я могу как-то ответить на те частные вопросы, которые есть. Спасибо за внимание. На сегодня я закончу.